Всех приветствую. Мы остановились на автоматизации, и сейчас мы рассмотрим такую интересную структуру, как мельница, которая будет появляться в ваших мирах. Я уже здесь побывал, верстак поставил. В мельницах генерируются сундуки с различными вещами. Отсюда я уже взял один разводной ключ и два халцедона, которые здесь лежали. Вот так это все было. Халцедончики я все-таки все заберу. Так что продолжим нашу автоматизацию. Мельницы очень богатые. Спавнится не так часто, как хотелось бы на первый взгляд, но достаточно много. Если же вы любите путешествовать много. Отсюда можно забрать механизмы. Это вот нашу мельницу каменную, которая уже стала нашей, на которой можно обрабатывать, соответственно, уже руды по более выгодному курсу. Если, к примеру, через аптечную ступу мы будем получать одну железную пыль, то, соответственно, через мельницу мы будем уже получать две. Она у нас удваивает ресурсы. Вот они, рецепты у этой мельницы. Все, что написано с процентами, 15% шанс, это получение дополнительных ресурсов. Здесь можно перерабатывать семена, руды, как вы видите, горючий сланец в каменноугольную смолу, которое можно использовать затем для изготовления факела или дорожного блока, полотна. Давайте вернемся к рассмотрению сейчас еще немного рецептов. Можно из земли сделать глину, из терракоты тоже глину, из тростника получить 3 сахара и меломасса. Из нее же можно готовить в дальнейшем блюдо. Отправить на пивоварение, на реакционную обработку. Вот она, обработка жидкости у нас, готовить. А это у нас для ферментированного сахара используется. Но это мы будем рассматривать в дальнейших рецептах. Сейчас мы промотаем немного руды, как вы видели. И посмотрим, что еще можно сделать. Можно передобить незер-кварц, халцедоны для получения кварцевой пыли. Но это слишком расточительно, так что советую вам использовать для этого песок. Давайте же сейчас возьму песок и покажу, почему я говорю, что это расточительно. Потому как там дают нам всего 1 единицу пыли кварца, а за это нам дадут куда больше. Нет, кварца нам дадут также, но просто мы не будем тратить на это наш драгоценный халцедончик или же кварц, незер-кварц. Но если вы богатый, то можете использовать. А вообще, если же делать через песок, то можно получить бура. Из нее же можно скрафтить различные материалы. Ту же самую плитку для пола, обои. И, соответственно, использовать блок кристальной пыли. Получить. Который можно пережарить и получить плавленый кварц. Красивый вид стекла. Также эта бура используется и в других рецептах, окамя здесь. Потому как, если, к примеру, воспользоваться да ничем не воспользоваться. Можно все-таки. Это для покрытия бурой. Это зачарование. Аналог книг зачарований, которые можно вот так вот сделать в реакционной обработке. Или получить сгусток слизи. Синтетической капли, если смешать. В общем-то, полезный минерал, полезный предмет. Давайте это все повыкидываем. И вернемся к нашей теме об автоматизации. Скажем так, начальный. Давайте сейчас рассмотрим крафт мельницы. Мельница делается из шпинделя из сплава, который делается из мельхиорового серебра, который в свою очередь делается у нас из блока мельхиора. Блок мельхиора делается из 6 медной, 2 никелевой и 1 цинковой.
Блок меди, медь и цинк можете найти без труда, а вот с никелем тоже никаких не будет вопросов, потому что это зеленая руда, которая у нас генерируется где? Правильно, в подземельях. Сейчас я уйду за паузу, за кадр, вернее, а то за паузу все сказал, чтобы показать, как она генерируется, соответственно, в лесах, как она выглядит. Встретимся уже на месте. Так, ну вот я вернулся из-за кадра и нашел зеленую руду. Давайте уберем спавнер. Посмотрим, что в сундуке. В сундуке стандартный лут. Давайте возьмем теперь у нас кирку и попробуем ее добыть. И посмотрим, что мы из нее получим. Давайте вернемся в режим выживания. И начнем добычу. Вот мы получаем зеленую руду. Во время добычи зеленой руды у вас с низким шансом может выпасть драгоценный камень, который вы можете в дальнейшем использовать. Советую использовать лопату, когда будете делать драгоценный камень, потому как покажу, что она делает. Вот он, наш первый драгоценный камень, второй. И вот сейчас у нас сломается, и все. Итак, давайте же посмотрим, что мы получили. Это 4 зеленых, 3 крупный. Сейчас выбьемся. Перейдем в творческий режим, возьмем верстак. И, соответственно, сделаем инструмент из полученной руды. Но не совсем из полученной руды, а сделаем его из малахита. Вот он, отличный малахит. Долговечность 132, уровень сбора урожая 4. Почему я говорю, что изумительный инструмент? Вот почему. Я вот беру кусок грязи, ставлю, достаю малахитовую лопату и начинаю добычу. Вот так вот. Это намного лучше, чем кирка. Теперь ставлю снизу и также добываю. Всегда в начале игры стараюсь найти лес и добыть зеленую руду для того, чтобы сделать себе малахитовую лопату, которую в дальнейшем использую для добычи ресурсов. К тому же, за время добычи я уже добыл 5 малахита. Теперь осталось это все дело забрать. Вот так вот. И вот так вот мы быстрыми несложными движениями насобирали очень много и много руды. Думаю, дальше и так понятно, что делать с рудой и всем остальным. Вот оно уже 12 малахита. Вернемся в творческий. Все это дело и избавимся от этого. И вернемся на наше прежнее место. Я очень далеко ушел, чтобы это все дело найти для вас. Давайте где-нибудь, даже не прежнее место, а где-нибудь здесь для разнообразия. Вернемся к нашей автоматизации. Мы уже посмотрели, как получить малахит. А раз мы его знаем, как получать, то, следовательно, можно уже вернуться обратно к теме о инструментах. Раз уж нашли малахит, вот он, лопата и грабли. Лопата имеет функцию не только ломать блоки. Большой площади. Если же поставить эффективность, то она будет куда больше охватывать площадь.
Но при условии, если вы установите эффективность 5, она будет очень большие объемы ломать. Также, если правой кнопкой мыши нажать, она создает землю, не тратя те блоки, что у вас есть в инвентаре. Вот так вот. Создаем и заполняем пустоту. Так равняем себе ландшафт под базу. Грабли малахитовые создают нам тропинки. Где нет земли, они ее просто создают. Вот так вот. Но я немного опять отвлекся. Вернемся к автоматизации. Мы, допустим, уже получили инструменты для каменной мельницы. Его осталось только переплавить, потому как цинковая пыль добывается из синей руды, которую я уже упоминал. Сейчас я ее снова покажу, потому как она добывается под водой. Сейчас я зайду за кадр, наверное, потому что сейчас я ее не наблюдаю. А, вот она. Вот она, голубая руда. Это цинк. Она добывается в океане, под водой. И впоследствии, после того, как мы добыли зеленую руду, добыли синюю руду. Ой, верните мой шпиндель. Мы создаем... Вот она. Из зеленой добывается. Создаем, соответственно, уже блок пыли мельхиора. Смотрим его плавку. Как она плавится правильно. А плавится она при ультравысокой температуре и выплавке. Чтобы получить выплавку, давайте возьмем пыль и расплавим. Где у нас тут пыль? Не здесь. Давайте так будет быстрее. Ага. Вот она, блок мельхиоровой пыли. Так как сейчас идет дождь, мы сможем сделать очень быстро это все расплавить. Берем мельницу нашей автоматизации, которую уже смотрели большую, и берем вентилятор с камерой сгорания. Ставим камеру сгорания, ставим вентилятор. Вентилятор мы ставим вот сюда, потому что он сбоку запитывается. И ставим мельницу, соответственно. Мог бы, конечно, совсем уродскую конструкцию сделать, но я этого не стану. Все-таки чуточку прекрасного должно быть. Смотрим. Все верно сделано. Теперь мы даем лаву. Все это закрываем. Безобразие. И выплавляем наш блок мельхиора. Достаем пока лопату. Так. Не до конца закрыл, потому что есть свободные места. Вот так вот. Готово. Забираем наш обработанный блок. Он не нуждается в остужении.
и дальнейшее нагревание. И его просто разбиваем и получаем слитки, из которых мы делаем потом, соответственно, каменную мельницу. Вернее, шпиндели для каменной мельницы. В дальнейшем они пригодятся для создания водяной мельницы и центробежного насоса, включая простой химический реактор, коробку передач и кран. А это мы рассмотрим в следующем выпуске. И в следующем выпуске мы рассмотрим конвейерную ленту. Как можно автоматизировать процесс переплавки блоков, остужения блоков и, соответственно, вывод всей продукции в сундук. Ну а сейчас мы пока прощаемся. И извиняюсь, что так мало снял, так мало показал и много отвлекался.